Доброго времени суток! Сегодня у нас в работе мужское портмоне, довольно вместительное, спокойно влазят карточки, деньги, документы, мелочевка всякая. Чертеж придумал не я, чертеж взятый из канала Серж Никитин, но немножко переделанный, увеличено само портмоне в размерах до 19 сантиметров. Все остальное точно так же оставлено. Соответственно, из-за того, что увеличено, получается уже не два раздела под карты, а 3. Кожу для этого изделия решил взять растишку. Она идет не окрашенная, не обработанная. Соответственно, буду красить, обрабатывать и финишировать. Учитываем, что одна из деталей у нас имеет длину 40 сантиметров, и просто так ее на листочке А4 не распечатываешь. Соответственно, она распечатывается на 2 листочках. И по пунктиру видно, где она должна соприкасаться с другой деталью. Соответственно, обрезаем с одной стороны. И с другой ее стороны просто приклеиваем по этой пунктирной линии. Все. После того, как наклеите, обязательно проверьте, правильно ли вы сделали, приложив линейку, измерив, есть ли тут 40 сантиметров. Вот я себе уже отрезал кусок, который мне будет как раз подходить. Соответственно, раскладываю и приклеиваю для дальнейшего пробития листочки. Один сюда пойдет, этот сюда. Эти сюда пойдут. В общем, раскладываем и дальше приклеиваем. Так, вот что у меня получилось. Все детали наклеены. Перед тем, как вырезать, обязательно нужно попробивать все отверстия, которые нам надо. Начинаем с отверстий под кнопки. Чертеж сделанный под шаговый пробойник с шагом 5 мм, диаметром 1 мм. Так, вот. Все детали уже пробиты. Осталось повырезать. Ну, тут еще пару мест осталось
под кнопки пробить. Но это уже потом, когда вырежу, будет легкий доступ под такой пробойник. Соответственно, дальше вырезаем. После того, как вырежем, имеем следующие куски кожи. Но перед покраской данную кожу нужно еще обработать. Я ее обрабатываю с помощью костяного масла. Она придает коже мягкость, и в дальнейшем, соответственно, кожа не будет трескаться. Масло я использую от американского бренда Fibings. Для нанесения достаточно, в принципе, кухонной губки. Хорошо себя впитывает масло и равномерно наносит его на кожу. Старайтесь наносить равномерно на все куски, чтобы при дальнейшей покраске у вас не было огромного разбега по тону. Наношу с лицевой стороны, но за сутки оно полностью пропитывает кожу. После того, как это пропитали, имеем следующий вид кожи. Учитывайте, что после нанесения этого масла краска будет иметь более темный оттенок и более яркий оттенок. Все, оставляем ее подсыхать на 24 часа. Прошли сутки. Как видим, масло уже хорошо впиталось, проступило с обратной стороны. Поры уже открытые, соответственно, можно в принципе приступать к покраске. Крашу я краской от Kenda Farben. В этот раз буду использовать каштанового цвета, номер 33043. Крашу с помощью вот таких вот шерстяных палочек. Но лучше красить не в один заход, а красить 2, а то и 3 раза. Раз прошли с одной стороны, перевернули с другой стороны. Прошлись все и еще раз по кругу то же самое начинаем. Долгий какой-то процесс получается. Немножко ускорим это все дело. Ну вот и все готово. Ставь лайкосик, если хочешь научиться так же быстро красить. Соответственно, прокрашено с одной стороны, прокрашено с другой стороны, торцы прокрашены. Всего ушло 3 стопки, где-то грамм 100-150 краски. Дальше оставляю на ночь, пускай высыхает. Для обработки внутренней стороны отлично подходит клей CMC, продается в виде такого вот порошка.
У меня уже есть разведенный. Соответственно, берем, наносим. Нанесли, подождали, пока впитается. И заполировываем. Я использую такие джинсовую тряпку. После полировки получаем красивую, заглаженную, гладенькую внутреннюю сторону. И для того, чтобы закрепить этот эффект, дальше можно использовать здесь Apretto Mild. Это финиш для кожи, но довольно неплохо себя показывает и на бахтерме. Оставляем на часик-два, чтобы подсохло, и переходим к лицевой стороне. Данных 4 куска кожи можно не обрабатывать с внутренней стороны. Этих 2 будут пришиваться, их не будет заметно. Этих 2 будут приклеиваться, соответственно, их также не будет заметно. Видно, какая получается разница между обработанной, полированной изнанкой и необработанной. Ворсинки торчат. И тут все гладенько. Для финишной обработки буду использовать Natura крем от Kendo Farbin. Финиш на восковой основе. Отлично закрывает поры и защищает наше изделие. Чтобы нанести, используя обычные спонжики. Но перед использованием смочите его водой, выжмите. И, соответственно, наносим круговыми движениями. Наносите тоненьким слоем, чтобы хорошо впитывался. Лучше 2 раза пройтись. Крем довольно быстро впитывается, если наносить тоненьким слоем. Соответственно, до конца дошел, и можно начать еще раз один слой нанести сразу же сначала. Даем крему впитаться минут 5-10 и отполируем с помощью, опять же, спонжика. После обработки лицевой части можно переходить уже к обработке уреза. Обрабатываю с помощью того же CMC клея. Наношу его равномерным слоем и с помощью сликеря заполировываем. Получаем гладенький срез. Так заполировываем все срезы, которые потом мы не сможем после сшивания обработать. Стоит учитывать, что данный способ обработки торца можно применять на коже растительного дубления, на растишке. На коже хромового дубления у вас не получится хорошо так загладить урезы. Перед тем, как установить кнопки, прикладываем данные кусочки кожи, которые будут приклеиваться для усиления кнопок. Размечаем
И с помощью обычной наждачки затираем, чтобы можно было гораздо лучше его приклеить. Соответственно, получается такой вот результат. После того, когда установили кнопки, можно переходить к сшиванию. И сначала пришиваем держатели кнопок с этой стороны и с этой. Тут оставляем. Далее пришиваем кармашки для карт. А с этой стороны пришиваем наши держатели для кармашка. После чего тут можно уже полностью прошивать. И тут также, но учитывать надо еще, что у нас будет вставляться данных два элемента. И вместе с ними уже будем прошивать. Полностью пришиты держатели для кнопок. Соответственно, карманы пришиты. Дальше складываем. И прошиваем. После сшивания изделия остается обработать только края. Соответственно, ножичком подрезаем, чтобы были ровненькие. Срезаем кромку.
и заполировываем. Ну вот и все, изделие готово, края заполированы. Напиши в комментариях, как ты обрабатываешь края на растишке, да и вообще пользуешься ли ты такой кожей, красишь ты ее сам или нет, покупаешь крашеную, может быть. Ну все, до новых встреч, пока-пока.